Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесмелиорации с 1959 года проводит стационарное исследование по защитному лесоразведению, озеленению усадебных центров, совхозов и колхозов, созданию мелиоративных насаждений на пастбищных угодьях. Для этих целей организованы при 11 хозяйствах, расположенных в различных почвенно-климатических условиях республики, постоянные агролесомелиоративные стационары. Проведение научно-исследовательских и опытных работ непосредственно в производственных условиях является прогрессивной формой. При такой организации работ результаты научных исследований сразу же внедряются в производство. За прошедшие годы на стационарах силами и средствами хозяйств при методической помощи научных сотрудников института создано 2070 гектар опытно-производственных насаждений, в том числе 1827 гектар полезащитных лесных полос и 162 гектара озелененных насаждений. Созданные на стационарах лесные полосы способствуют значительному ослаблению скорости ветра, улучшают условия произрастания культурных растений. В 5-10-летнем возрасте полезащитные лесные полосы способствуют повышению урожая зерновых в зоне до 25 высот, в среднем на 41-56%, кукурузы на силос на 43-75%, картофеля в 2-3 раза. Широка Кустанайская степь и более 5,5 миллионов гектаров в ней занимает пашня. А вот лесов здесь очень мало, всего 187 тысяч гектаров. Да и какие они? Кто бывал здесь, знает, что представляют эти лесоколки из березы и осин, а на песчаных почвах можно встретить острова сосны. Юг области практически безлесный. Велика роль зеленого друга, это общеизвестно, но для степной зоны лес имеет особое почвезащитное и водоохранное значение. В нашей области леса выполняют прежде всего защитную роль. К сожалению, все колочные леса разрозненные, и он входит в единую систему защитных насаждений. Если бы удалось их соединить лесными полосами, то мелиоративное влияние леса, безусловно, возросло бы. Что же получается на практике? Лесные колки находятся в ведении лесохозяйств, которые недостаточно ценят их мелиоративное значение, относятся к ним как к объектам лесопользования. К сожалению, такого мнения придерживаются и некоторые работники сельского хозяйства. Иначе чем объяснить их одностороннее отношение к колковым лесам? Бытует мнение, даже точка зрения, что они вообще мешают вести земледелие, и не пора ли в связи с этим покончить с ним. Хозяйство плохо заботится о сохранности лесов. Они повреждаются скотом, уничтожаются из-за небрежной обработки полей гербицидами, под диких животных, жаворонков. А вот осот пышно растет, и основной взяток пчелы берут с него. В Кустанайской области и других областях Северного Казахстана создан большой объем массивных площадей лесных культур на землях Гослесфонда. Для разработки научных основ полезащитного лесоразведения в подзоне обыкновенных черноземов в мае 1962 года на базе совхоза Боровской, ныне производственный кооператив, создан стационар Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства Кустанайская лесная опытная станция. Базирование стационара связано с тем, что лесная опытная станция вначале была создана при лесхозе Боровской в Ментыкаринском районе. Вопросы полезащитного лесоразведения и озеленения решались на основе закладки опытно-производственных лесонасаждений. Всего было заложено более 250 гектар лесных полос и озеленительных насаждений. Лесные полосы закладывались из березы повислой и лиственницы сибирской. В результате закладки опытов выявлены лучшие способы обработки почвы для посадки лесных полос. Разработаны оптимальные технологии создания и ухода за лесными полосами, их параметры и конструкция. Изучалось влияние лесных полос на микроклимат полей, снегораспределение, влажность почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Изучалось формирование и агрономически эффективных лесных полос путем реконструкции насаждений.
Хорошие результаты получены при дифференцированном использовании межлесных пространств в зонах повышенного увлажнения, возделывании люцерны, Карабалыкской 18 в менее увлажненных и более ксерофитных видов пшеницы, ячменя, житника и других. На центральных усадьбах выполнен проект озеленения. Всего было получено более 36 древесных видов и кустарников. Большую помощь в закладке опытных насаждений оказали директора совхозов Маркелов, Сериков, Мехов, Файзулин, Калимбет и главные агрономы хозяйства Осипов, Костенко, Ускова, директор лесного опытного хозяйства Радзиевский, Волончук. Большую методическую помощь оказали научные руководители, кандидат географических наук Молчанов и кандидат сельскохозяйственных наук Бозриков. Техническую работу успешно выполняли инженер Русанова, старший лаборант Харинов, ответственный работник станции с самого основания и по настоящее время директор Кустанайской лесной опытной станции Русанов Владимир Николаевич. О результатах работы стационара составлены областные и республиканские рекомендации, опубликовано свыше 30 научных работ, о чем рассказывается в материалах видеофильма «Лес на службе человека». Зеленое насаждение защищает поселки от снежных заносов, ветра, пыли, зноя. Они смягчают микроклимат, очищают воздух, способствуют созданию обстановки, благоприятной для работы и отдыха жителей. По функциональному назначению и использованию озеленительных насаждений в селах создаются специального, общего, ограниченного и индивидуального назначения. Как довольно тонко и емко в начале текущего столетия отметил корифей русского лесоводства Григорий Федорович Морозов, лес – явление историческое и географическое, испытывает влияние среды и сам оказывает влияние на нее. И действительно, возник он не вчера, произрастает в различных частях нашей планеты, от пустыни до тундры, на постсоюзном пространстве, исправно удовлетворяя разнообразные нужды человека на протяжении многих и многих его поколений. При 2,3% лесистости Кустанайской области 1,9% приходится на Государственный лесной фонд. На момент последнего лесоустройства 1985 года березняки занимали 103,3, осинники 22, сосняки 69,3 тысяч гектар покрытой лесом площади. Прирост от последующей лесовосстановительной деятельности, включая обезлесенные еще с прошлого века боровые участки в зоне сельскохозяйственных угодий, ожидается немногим более 0,3%, тогда как по лесоаграрным выкладкам региональный оптимум лесистости лежит в пределах 5-6%. Многие положения о лесных полезностях нашли отражение в областной экологической программе. По линии Национального центра агроисследований приоритетными направлениями считаются разработки научно обоснованных методов комплексной экологической оценки лесных ресурсов, эффективных технологий лесовосстановления и лесоразведения на ландшафтной основе, селекции, генетика, биотехнологии древесных пород, совершенствование правил ведения лесного хозяйства. Часть из них разработана на базе не без участия Кустанайской лесной опытной станции Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства. С 1964 года станция осуществляет региональную научную проработку основ защитного разведения, лесоведения, частного лесоводства, лесных культур и озеленения. В различных природно-климатических условиях на землях Государственного лесного фонда и сельскохозяйственных пользователей на многих сотнях гектаров заложены многовариантные серии опытов, представляющие длительный научно-практический интерес. В лесоаграрном ландшафте большое значение имеет введение в насаждение ценных древесных и медоносных растений, в частности дуба черещатого, липы мелколистной, рябины обыкновенной, ирги.
полезащитных лесных полосах на примере производственного кооператива «Боровской» в березовых и лиственных посадках, достигающих 35-летнего возраста, имеет место научно-производственная необходимость закладки опыта по выборке части древесины, представляющей уже и товарный спрос. В зеленом строительстве целесообразно разнообразить видовой и формовый состав зеленых насаждений: тополя пирамидальный и канадский, серебристой формы, ирга, рябина. Мониторинговые наблюдения осуществляет Наурзумский государственный заповедник, являющийся флористическим и фаунистическим охраняемым убежищем при значительной, более 60% площади, так и не восстановивших после пожаров сосняков. Площадь последних по области с начала века составила более чем 50 тысяч гектаров. Доля искусственных насаждений в Гослесфонде приближается к 30% отметке с потребностью в рубках ухода, удалении захламленности, сухостоя. Между тем, инвестиции в лесное хозяйство так мизерны, что не выдерживают никакой критики, а природные ресурсы и без того самых истощенных боров Казахстана не беспредельны. О науке, в частности, о лесной опытной станции, не имеющей обеспеченной лесоаграрной базы, и говорить не приходится. С незапамятных времен леса находились под пристальной опекой государства и на его содержании. Предварительный анализ показывает, что в условиях степного лесоводства многие направления лесохозяйственной деятельности дотационны. Естественно, должны существовать оптимизированные пропорции, и кто-то должен их разрабатывать, чтобы не рвать то живое и человеческое, что истори отличало лесовода, его чуткое и бережное отношение к природе. Для наиболее полного использования повышенной влагозарядки почвы вблизи лесных полос учеными во многих хозяйствах были проведены опыты по дифференцированному использованию межполосных полос. Было установлено, что среднюю часть поля следует засевать культурой, идущей по севообороту, и на участках, расположенных на расстоянии до 57, и от лесных полос возделывать более поздние теплолюбивые и влаголюбивые культуры: картофель, корнеплоды, кукурузы, овощи, гречиху, проса, суданскую траву, многолетние бобовые травы и другие. Доказано, что на облесенных полях необходимо возделать только те культуры и сорта, которые при данных экологических, почвенно-климатических условиях способны наиболее полно использовать космические и земные факторы плодородия, и возделывание которых экономически и агротехнически наиболее выгодно. Многолетний опыт выращивания полезащитных лесных полос показал, что насаждения ажурно-продуваемой конструкции не всегда удовлетворены требованиям равномерного распределения снега. Под их защитой накапливается довольно много снега, и при опушечных зонах отсутствует максимальное накопление, а иногда наблюдается выдувание снега в средней части межполосного поля. В равнинных условиях Северного Казахстана нужны лесные полосы более высокой ветропроницаемости, чем ажурно-продуваемые. На целесообразных полезащитных лесных полос с редким размещением деревьев и групп указывали Дебелый, Векшегонов, Павловский. Исследования Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и Кустанайской лесной опытной станции установлено, что распределение снега можно обеспечить под защитой лесных полос с ажурностью 50-60% по всему профилю. Формирование конструкций лесных полос путем изреживания и обрезки нижних сучьев, как правило, приводит к лучшему распределению снега. Однако лесоводственные приемы формирования конструкции лесных полос нередко приводят к нежелательным явлениям. После лесоводственного ухода увеличивается освещенность внутри насаждений, повышается засоренность почвы, ухудшается влагообеспеченность, снижается прирост и устойчивость насаждений. Поэтому изреживание насаждений необходимо делать умеренно и постепенно в 2-3 приема.
Зеленые насаждения, наряду с архитектурно-планировочной и эстетической ценностью, имеют большое санитарно-гигиеническое значение. При низкой лесистости нашей области на них возложена защита от неблагоприятных факторов среды, от высокой температуры воздуха и пыльных бурь в теплый период, от снежных заносов и шквальных ветров в холодный. Эстетическая и защитная функция зеленых насаждений определяется породным составом деревьев и кустарников, их правильным подбором и размещением на озеленяемой территории. Анализ существующих насаждений показывает, что в озеленении очень беден ассортимент древесно-кустарниковых пород. Из деревьев преобладают тополь бальзамический, клен ясенелистный, реже вяз приземистый, из кустарников жимолость татарская и акация желтая. Применение этих пород в значительной степени определялось наличием посадочного материала, бедностью его видового состава и нерайонированностью. В последнее время широко практикуется посадка сосны с комом земли. Назрела необходимость расширенного видового состава пород, применяемых в зеленом строительстве. Разнообразный посадочный материал декоративных и плодово-ягодных культур имеется в Кондратовском опытно-показательном лесном питомнике, расположенном в Малютинском районе Северно-Казахстанской области. Неоценимую шефскую помощь по уходу и сбережению зеленых насаждений должны оказать учащиеся среднеспециальных учебных заведений. В живых изгородях, состоящих преимущественно из жимолости татарской и акации желтой, следует шире использовать яблоню сибирскую и вяз обыкновенный. Необходимо поговорить о посадках сосны. В настоящее время сосна в основном высаживается с мерзлым комом земли. Затрачиваются большие средства, а результаты бывают не всегда хорошими. У нас есть опыт посадки 3-4-летних сосен высотой 70-80 см в весенний период. По договоренности с лесохозяйственными предприятиями подбираются лесные культуры сосны с задержанной почвой. Окапываются корни сосны диаметром 30-35 см и глубиной 25-30 см. В зависимости от величины дерева размеры кома будут изменяться. Ком отворачивается мешковиной или пленкой. Обычно такой ком могут погрузить 1-2 человека. Комья перевозят в предварительно подготовленные ямы. В настоящее время на лесной опытной станции внедрены железные контейнеры. Все свободное пространство между комом и ямой заполняют землей и уплотняют. После посадки необходимо провести обильный полив. Посадки этим способом лучше всего проводить в скверах или групповых посадках. Кроме дешевизны, преимущество этого способа состоит еще в том, что с лесокультурной площади меньше вывозится почвы. Неоценимую помощь по уходу и сбережению зеленых насаждений должны оказать учащиеся среднеспециальных учебных заведений. Всем нам следует руководствоваться высказыванием индийского поэта Рабиндраната Тагора. Сажать лес – это не только создавать зеленое богатство нашей Родины, не только сеять красоту на земле, но и утверждать бессмертие. В Кустанайской области хорошее защитное насаждение имеется на Карабалыкской опытной станции. Площадь лесных полос здесь 419 гектар. По данным героя социалистического труда, заслуженного агронома, бывшего директора станции Савосина, урожайность яровой пшеницы на облесенных полях была выше на 2 центнера с гектара по сравнению с открытыми полями. Для обеспечения хозяйств области посадочным материалом необходимо организовать в области плодолесопитомники. В настоящее время саженцы, особенно для озеленения и садоводства, завозят из других областей Северного Казахстана и Урала. Хороший опыт постановки питомнического дела имеется в Североказахстанской области в Кондратовской машинно-лесомелиоративной станции Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства. Большую поддержку в лесозащитном разведении имеет шахматная посадка лесных полос, которая успешно внедрена на стационарах Института леса и древесины Сибирского отделения Академии наук в совхозах Московский и Дальний Есильского района Торгайской области, организованные доктором сельскохозяйственных наук Векшегоновым
Но беда в том, что шахматная посадка защитных полос и ягодников проводится вручную, а разработанный Казахским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства опытный образец для шахматной посадки не нашел серийного производства. Система защитных лесных насаждений является составной частью комплекса агрономических и мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственных предприятий, способствующих интенсификации сельскохозяйственного производства и увеличению сборов продукции. Исследования, проведенные Кустанайской лесной опытной станцией в коллективном предприятии Боровское, Карабалыкской и Кустанайских сельскохозяйственными опытными станциями, показали, что лесные полосы уже с трехлетнего возраста способствуют повышению урожайности возделываемых под их защитой сельскохозяйственных культур. В совхозе Боровской метод парных полей показал, что урожайность яровой пшеницы была в среднем выше на обращенных полях на 1,1 центнера с гектара или 9,7%. На землях сельскохозяйственных предприятий области создано более 4000 гектар полезащитных лесных полос. Многие защитные насаждения имеют слабый мелиоративный эффект. Не совсем обоснованно подобран ассортимент древесно-кустарниковых видов. Нарушилась технология выращивания защитных насаждений. На полях области имеется очень много лесных полос плотной конструкции, которые малоэффективны в агрономическом отношении. Эти насаждения загущены кустарниками и сопутствующими породами. Из-за отсутствия лесоводственных уходов и надлежащей охраны лесные полосы во многих хозяйствах расстроены, имеют большие прогалины, заросшие бурьяном. Такие лесные полосы становятся рассадниками сорняков для полей с сельскохозяйственными культурами и требуют реконструкции. Весь комплекс работ по реконструкции должен быть направлен на усиление ветропроницаемости, увеличение зоны влияния лесных полос и, следовательно, повышение их агрономической эффективности. В насаждениях в первую очередь удаляют кустарники и сопутствующие низкорослые древесные породы. Если кустарники растут чистыми рядами, то их выпахивает плантажным плугом без отвала или срезает кусторезом. Низкорослые сопутствующие породы удаляют бензопилой и топором. Одновременно удаляют усохшие, поломанные и больные деревья главной породы. У всех остальных деревьев обрезают нижние сучья на высоту до 2 метров от поверхности почвы. Степень изреживания при реконструкции может быть различной. При реконструкции остается примерно от 1500 до 2000 деревьев на 1 гектар. После реконструкции закройки и междурядья лесных полос распахивают и содержат под чистым паром. Для уничтожения низкорослых кустарников, самосева и поросли древесных пород и лесных полосах после реконструкции можно успешно применять арборициды группы 2,4-D, аминная и натриевая соль в виде водных эмульсий из расчета 2-3 кг на гектар. Сильно расстроенные лесные полосы с большими прогалинами и малоценными породами лучше раскорчевывать и запахать, предварительно создав под их защитой новые, более эффективные лесные полосы. Лиственница сибирская в Северном Казахстане порода нетрадуцированная. В искусственное насаждение ее начали вводить в конце прошлого столетия на приусадебных участках и в небольших парках. В лесхозах она культивировалась в основном на испытательных участках. В последние 2-3 десятилетия лиственницу стали сажать в культурах и защитных лесонасаждениях. Заслуживает внимания культуры лиственницы, созданные в Боровском лесхозе Костанайской области на южных глубоко вскипающих легкосуглинистых черноземах. В 32-летнем возрасте средняя высота деревьев равнялась 15 метров при диаметре 18 сантиметров. Стержневые и якорные корни проникали в почву грунт на 3 метра. Насаждение характеризуется наивысшей продуктивностью, запас древесины 309 кубических метров на гектар. В полезащитных и лесных полосах лиственница встречается очень редко, хотя опыт выращивания этой породы свидетельствует о хорошем ее росте и высокой устойчивости по сравнению с другими породами. Растет она здесь в смеси с березой, вязом обыкновенным, кленом яснелистным, а также кустарниками акации желтой, ирги, жимолостью татарской.
В лесные полосы лиственница сибирская впервые введена в 1935 году в Мамлютинском районе Северно-Казахстанской области. На вышелочных черноземных с 45-летнем возрасте она достигла высоты 14,5 метров с диаметром ствола 19 сантиметров. В Кокчетавской области лиственница высаживалась на южных черноземах совхоза Алабатинский Чкаловского района. Посадка проводилась чистыми рядами в 1940 году. Несмотря на отсутствие ухода, в 15-летнем возрасте лиственница достигла высоты 5 метров. Опыт выращивания лиственницы сибирской на испытательных участках, в культурах и в полезащитных лесных полосах свидетельствует об успешной интродукции этой ценной породы в различных почвенно-климатических условиях Северного Казахстана. Водоохранные и защитные свойства насаждений из лиственницы трудно переоценить. Они определяют быстрым ростом, ажурностью кроны и довольно мощной корневой системой. Быстрый рост лиственницы способствует смыканию крон деревьев в рядах и междурядьях в более короткие сроки, чем у других древесных пород. Сквозистая крона по всему профилю позволяет свободно и равномерно проникать жидким и твердым осадкам под полог насаждений, в результате чего уменьшается поверхностный сток, смыв и размыв почвы. Ажурная крона деревьев легко поглощает воздушные потоки и этим значительно ослабляет силу ветра. Последнее обстоятельство очень важно для создания полезащитных лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции. Обладая мощной и глубокой корневой системой, лиственница использует влагу из большого объема почвогрунта, что значительно повышает ее засухоустойчивость и устойчивость к неблагоприятным условиям. Лиственница сибирская является незаменимой породой при создании озеленительных насаждений. Благодаря красивому внешнему виду, оригинальной окраске хвои бледно-зеленой весной, темно-изумрудной летом, золотисто-желтой осенью и легко-ажурной кроне, она считается одной из лучших пород по декоративным качествам. Как в защитных, так и озеленительных насаждениях лиственница отличается долговечностью, высокой устойчивостью к низким температурам, к снеголому, к загазованности воздуха, к уплотнению почвы, к различного рода механическим повреждениям, а также к вредителям болезней. Успех выращивания полезащитных лесных полос из лиственницы зависит от того, насколько полно условия и агротехника создания соответствуют биологическим особенностям этой ценной породы. В комплексе мероприятий, обеспечивающих создание полноценных и эффективных насаждений из лиственницы, важно все, начиная от основной обработки почвы и кончая лесоводственным уходом. Поэтому разработка совершенной агротехники и технологии является важнейшей задачей в конкретных почвенно-климатических условиях. Неблагоприятными факторами для лиственницы является быстрое нарастание температур ранней весной, вызывающее повреждения, набухание и распускание почек, возврат холодов в виде заморозков, повреждающих молодую хвою, и генеративные органы, засушливая погода в первой половине теплого периода, снижающая приживаемость 1-2-летних саженцев. Дуб – чрезвычайно важная порода. Она очень долголетняя. Ее необходимо внедрять в лесополосы и в озеленительные насаждения. Посадил ее бывший директор лесхоза МАЦ на пикетном лесничестве. Желуди взяты с Оренбургской области. Желуди надо брать ближе к нашим условиям, с Оренбургской и Башкирской области. Такие рекомендации ученых-лесоводов. В частности, лесной опытной станции и Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агроэсмерации, который расположен в городе Щучинск. Чем для человека полезен? У дуба все полезно. И кора, и листья. Полезно париться дубовыми вениками. Древесина идет на всякие поделки, на столярные изделия. Полезна кора его, как дубильное вещество. Ценность ее идет дуб для мебели, на дрова. В общем, ценности ее не ограничены. Дуб еще сажал когда-то Петр I. Корабельные рощи делал. Это еще при Петре Первом. Таганроге. А где взять саженцы дуба? Беда сажен. Вот сейчас стоим, тут очень много желудей. Тут многие идут, трясут их, эти желуди.
Их посадить легко. Посадишь на зиму, сделаешь фейку, сделаешь стратификацию, и он вырастает из желудей, не надо никаких саженцев. У дуба очень большая корневая система. Дуб желательно сажать желудями. Он хорошо принимается? Хорошо принимается, 100%. Поливать его часто надо? Ну, поливать у него глубокое, его надо поливать только в первый год. Дуб любит расти, как лесоводы говорят, с открытой головой, но в шубе. Лес играет колоссальную роль и в общей экономике природы, в поддерживании жизни на Земле, так как лесная растительность является наиболее мощным аппаратом преобразования солнечной энергии и углекислого газа в органическое вещество и кислород. Из 52,9 миллиарда тонн общей годовой органической массы, создаваемой зелеными растениями всего мира, 28,4 миллиарда тонн образуют леса. Если взять нашу страну, то у нас леса дают около 67% общей годовой органической массы. Поддержание постоянного запаса кислорода в атмосфере зависит от работы зеленых фабрик растительного мира, а он представлен в значительной степени лесами. Таким образом, леса представляют собой наиболее мощную пленку жизни нашей Земли. Значение леса неоценимо. Он является глобальным фактором жизни на Земле. Лес – это не только здоровье людей, но и планеты в целом. 90% всей фитомассы суши сконцентрировано в лесах. Они выделяют около 90% кислорода, много фитонцидов, поглощая большое количество углекислоты. Оценивая только санитарно-гигиеническую роль леса, необходимо отметить, что его экономическая эффективность в десятки и сотни раз выше стоимости вызревшего урожая древесины. Однако, вопреки здравому смыслу, на земном шаре вырубается и погибает от пожаров и антропогенного воздействия более 11 миллионов гектар лесов. Стремительно увеличивается число видов растений и животных, заносимых в Красную книгу.